Бикарбонат натрия, натрий HCO3 – пищевая сода. Это молекула, которая в теле человека выполняет функцию противокислотного буфера. Прием бикарбоната натрия вызывает повышение физиологической концентрации сывороточного бикарбоната и, как следствие, блокирует синтез кислот в организме. Основной механизм действия бикарбоната натрия заключается в нейтрализации ацидоза. Показания к применению. Вначале нужно определить степень ацидоза вашего организма. Для этого проверяйте pH мочи в течение дня. В конце дня высчитайте среднее значение pH. Так нужно делать 3-5 дней, а показатели pH нужно записывать. Если после такой диагностики вы обнаружите у себя ацидоз, окисление организма, тогда можно приступать к ощелачиванию организма. Если у вас нет ацидоза, то ощелачиваться вам при помощи соды не нужно. Нормы уровней pH мочи. Нейтральный уровень pH мочи 7–7,5. В зависимости от характера пищи реакция мочи может колебаться от 4,5 до 8. Значение pH мочи ниже 4,5 говорит о резкой закисленности ацидозе. Выше 8 – о ее резкой щелочной реакции алкалозе. При этом кратковременные колебания кислотности от 4,5 до 8 могут считаться нормой, если нет тревожных симптомов или болей. Также имейте в виду, что во второй половине ночи выделяется больше кислот, поэтому утром моча должна быть более кислой, чем вечером. Какая сода лучше? Выбирая соду для приема внутрь, всегда учитывайте ее качество. Пищевую соду, которая продается в магазинах, получают химическим способом. Такую соду мы не рекомендуем применять внутрь, а использовать только для наружного применения. Также имейте в виду, что пищевая сода, которая продается в магазинах, имеет разные ГОСТы и разную степень очистки. Чаще всего это сода второго сорта, в которой есть остатки вредных химических веществ. Мы не рекомендуем использовать соду ниже первого сорта. Для приема внутрь используйте только органическую соду, пищевую соду высшего сорта, то есть наивысшей степени очистки, медицинскую соду. Мы рекомендуем использовать органическую натуральную соду, добываемую из природных озер путем выпаривания. Приготовление содового раствора. Соду нужно разводить только в горячей воде с температурой 80–100 градусов. Мы рекомендуем использовать кипяток. Гидролиз обеспечивает хорошее усвоение бикарбоната натрия и делает раствор безопасным для желудка. Однако пить сильно горячий раствор нельзя. Сначала разбавьте порошок пищевой соды в половине стакана горячей воды. Затем ложкой перемешивайте раствор до тех пор, пока прекратится характерное шипение. Потом добавьте охлажденной воды, доводя общий объем жидкости до 200–250 мл. Вода должна быть не холодной и не горячей, но тепло-горячей. Мы рекомендуем пить содовый раствор температурой 40–42 градуса. Когда правильно принимать? Пить содовый раствор нужно строго на голодный желудок, за 30–40 минут до еды или через 2–3 часа после еды. В желудке не должно быть пищи, то есть там не должен идти пищеварительный процесс. Принимайте раствор через 2 часа после еды, если была вегетарианская пища. Принимайте раствор через 3 часа после еды, если была белковая пища. Указания по детоксикации. Во время ощелачивания содой из организма начнут выводиться соли, по-простому шлаки. Для обеспечения своевременного выведения шлаков из организма и во избежание кислотной атаки мы рекомендуем: первое. Пить много чистой мягкой воды, не менее 1,5–2 литра в день. Второе. Перейти на диету с большим количеством овощей, ягод и фруктов и ограничить употребление животных белков. Рекомендуем соблюдать такую пропорцию в питании: 20% пищи животного происхождения, 80% пищи растительного происхождения. Третье. Дополнительно принимать натуральные минералы, которые не проходили химическую и термическую обработку. Минералов нужно принимать не менее рекомендуемой дневной нормы. Четвертое.
выполнять физические упражнения с нагрузкой. Крупные мышцы вашего тела должны работать и обеспечивать лимфоток, а вы при этом должны хорошо пропотеть. Упражнения в период детоксикации нужно делать не менее 3-4 раз в неделю. Еще для выведения шлаков рекомендуем прием щелочных ванночек для ног, например, 2-3 раза в неделю. Прием щелочных ванн для всего тела, например, 1-2 раза в неделю. Особые указания по дозировке. Во избежание проблем, побочных действий и чтобы увидеть реакцию вашего организма на соду, мы рекомендуем действовать поэтапно. Особенно это важно учитывать людям со слабым здоровьем. Постепенное знакомство организма с содой. Первое. 3 дня полоскать рот содовым раствором. 1/2 чайной ложки соды на стакан теплой воды. Полоскать можно 2-3 минуты. Второе. Начинать прием раствора внутрь с 1/5 чайной ложки соды на стакан теплой воды. Третье. Через каждые 2-3 дня увеличивать пропорцию соды, пока она не дойдет до нужного количества. О дозировках мы расскажем дальше. Мы не рекомендуем длительный бесконтрольный прием раствора соды более 1/2 чайной ложки из-за возможности сильного защелачивания и повышения риска образования фосфатных камней. При приеме содового раствора внутрь необходимо всегда контролировать уровень pH мочи. Это делается специальным прибором или тестовыми лакмусовыми полосками. Периодичность приема содовых растворов. При неограниченном курсе в качестве профилактики содовый раствор принимают 1 раз в неделю утром натощак. В лечебных целях содовый раствор можно принимать 1-2 раза в день утром натощак и вечером на пустой желудок. При онкологии и тяжелых заболеваниях раствор можно принимать 3 раза в день на пустой желудок. Некоторые специалисты рекомендуют проводить лечение содовыми растворами курсами, обязательно делая между ними перерывы. Это нужно для того, чтобы не произошло смещение биохимического баланса в щелочную сторону. Например, раствор употребляют 10-15 дней, затем неделя перерыва. Или употребляют раствор 30 дней, а затем 10-15 дней перерыва. Дозировка. Для приема внутрь. Профилактическая доза 1/4 чайной ложки на стакан теплой воды. Легкая лечебная доза 1/3 чайная ложка на стакан теплой воды. Лечебная доза 1/2 чайной ложки на стакан теплой воды. В тяжелых случаях онкология, после химиотерапии и другие 1 чайная ложка на стакан теплой воды. Для наружного применения. Для щелочных ванн, ножных ванночек, полосканий горла, ингаляций, компрессов и спринцевания используют от 2 до 9 грамм пищевой соды на 1 литр воды. Передозировка. Прислушивайтесь к своему организму. Если содовый раствор вызывает неприятие, рвоту, диарею, тошноту, отрыжку, боли в животе, уменьшите дозу, сделайте перерыв или откажитесь от приема соды. Противопоказания. Если принимать раствор соды постепенно, пить курсами и не превышать дозировку, для большинства людей противопоказаний нет. Однако из-за особенностей каждого организма некоторым людям употребление соды противопоказано. Особенно нужно быть осторожным при беременности и лактации, пониженной кислотности желудка, гастрите и язве двенадцатиперстной кишки и желудка, приеме препаратов, снижающих кислотность, сахарном диабете, алкалозе, ярко выраженной аритмии, склонности к отекам. Так как перечисленные заболевания не всегда можно диагностировать самостоятельно, перед началом приема пищевой соды таким людям следует обязательно проконсультироваться у врача. Бикарбонат натрия в желудке может вступать в реакцию с различными лекарственными препаратами. Если вы принимаете таблетки, обязательно получите врачебную консультацию относительно этого вопроса. На сегодня существуют разные мнения о приеме содового раствора внутрь. Принимая для себя решение о целесообразности употребления соды, следует руководствоваться здравым смыслом и масштабом имеющейся проблемы. А вообще, для того, чтобы вылечиться и оставаться здоровым,
Помимо употребления соды, необходим комплексный подход. Изменение питания, образа жизни, привычек, мышления, эмоционального состояния. Кроме соды необходимо применять и другие методики оздоровления, то есть использовать целостную систему щелочного оздоровления. Если у вас будут вопросы по теме, пишите в комментариях, и мы ответим.